geldim kurabiye yapmaya. Ne güzel. Elmalı, cevizli, üzümlü. Ondan sonra ne var başka? Şekerimiz var. Korkunç lezzetli ama atom gibi bir kurabiye. Evet. Şekerimiz, elma, üzüm, Сахар, яблоко, incir, ceviz. инжир сухой, грецкий орех и изюм. Это что будет как начинка. Но тут еще и масло, и сметана или йогурт, яйцо, сливочное масло, пекмез. Koyuyoruz. На сухую сковородку выкладываем сахар, на горячую нагреваем. Elmalarımız. Натертое яблочко, bu kaşık elma. Neyse ben sonra yazarım. 2 tane. 2 adet elma. Tamam. Почистили яблочко, натерли на крупной терке и добавляем сейчас его в сахар. Elmalar suyunu bırakıp şekerle eriyecek, yumuşayacak. Сейчас яблоко, естественно, будет выпускать сок. И вместе с сахаром будем это все карамелизировать. Aynen. Karamelize olacak. Biraz yumuşadıktan sonra diğer malzemeleri koyacağız. И тогда, когда яблоко уже станет помягче, добавим остальные ингредиенты. Suyunu tamamen çektirirsek daha keyifli olacak çünkü hamuru yumuşatır. В общем, нужно будет подождать, пока вся жидкость испарится, и потому что это все будет добавляться в тесто. Если будет очень водянистая начинка, то тесто, само собой, будет не очень хорошим. Поэтому... Elmalar şekerle sulanmaya başlıyor. Вот уже начинает выделяться сок. İncirlerimizi koyalım. Сейчас добавляем инжир. Это сухофрукт, порезали кусочками. Замочили в горячей воде, чтобы инжир был помягче. Sıcak suda koyduk önce değil mi? İncira. Hayır, incira. Ha, ıslattık biraz. Islattık. Yani sert değilse incirler ıslatmaya da gerek yok. Если ваш инжир не очень такой прям сухой и твердый, то можно не Bak замачивать. sulandılar. Bu su çekmesi lazım. Подождем, пока вся эта жидкость испарится. Вместе с инжиром вот так аккуратно помешиваем на среднем огне. Kuru üzümlerimizi de ilave ediyoruz. Добавляем сейчас изюм. В общем, вот так помешиваем, ждем, когда все закарамелизируется и станет таким погуще. То есть вода, вот эта лишняя жидкость, испарится. Yakmayalım. Hani olmuş gibi şekerler. Cevizimizi koyalım. Сейчас добавляем также грецкий орех. Он у нас мелко порублен. Можно ножиком, можно положить в пакет и скалкой просто так побить его, чтобы он был мелкими кусочками. В общем, очень сильно не будем полить сахар, то есть чтобы не было этого неприятного аромата. Когда вот видите, вот так вот чуть-чуть осталось жидкости, добавляем грецкий орех. Aroma için. Aroma için tarçın koyuyoruz. O Дальше. sizin damak tadınızda Evet. kalmış bir şey. Добавляем сейчас корицу для аромата. Если вы не любите корицу, можете не добавлять. Насыпаю кукурузный масло. Очень вкусно пахнет. Вообще все здесь ингредиенты ароматные. Плюс еще корица. Просто бомбический запах. Ну все, друзья. Вот. Выключаем. И пускай немножко остынет. В общей сумме где-то 10 минут, наверное, прошло. Он так falan oldu, değil mi? Kurabiyemizin hamuruna geldi sıra. И сейчас будем делать тесто для печенья. Oda sıcaklığında tereyağı, Здесь сливочное масло, оно теплое. И 3 стакана муки. 1 çay bardağı sıvı yağ. Растительное масло, это где-то половина стакана большого, обычного 200 миллилитрового, 100 миллилитров. Yoğurt. Столько же йогурта, или это может быть сметана. Yumurtanın sarısı. Sadece mi sarısı? И желток с яйца. Beyaz sonra kullanacağız. Beyazını piştikten üzerine sürüp pişireceğiz. Нам нужно тесто только желток, а белок мы будем макать в белок. Kabartma tozu. Разрыхлитель. Это 10 грамм. 1 paket vanilya. Ванильный сахар 5 грамм. Yoğurmaya başlıyorum. И все сейчас хорошенько нужно перемешать.
замешиваем тесто. Ceviz gibi hamur aldık. Так, замешав тесто, берем где-то размером как грецкий орех, вот так на ладошку делаем такую лепешку. Karışımımızın içine koyduk. Берем остывшую начинку. И можно закрывать и делать как шарик. Можно оставить вот так, как кулечек. Как хотите, как вам больше нравится. Угу. Farklı şekillerde deneyelim. Угу. Сейчас попробуем другую форму. Просто также сделали лепешечку такую. Положили начинку. И полностью закрываем. Делаем как бомба. Даже если там оно вылазит где-то, ничего страшного. Абсолютно не переживайте. Угу. И вот так. Ayırdığımız yumurta aklarını üzerlerine sürüyoruz. И сейчас белочком берем вот так вот на кисточку. Вот, аккуратненько белком просто смазываем печенье. А тут между делом у нас еще вот смотрите что, булочки. И сейчас отправляем в духовку наше печенье. На 180 градусов, где-то на минут 20. Посмотрим. Kaç dakika oldu acaba, ben bakmadım. 20. Ha, около где-то полчасика. Такой аромат на всю квартиру, что просто божественно. И сейчас Pekmezimizi sıcak sıcak. И сейчас пекмез берем и вот так на горячее печенье, послушайте. Итак, друзья, посмотрите, какое печенье классное получилось. Блестящее, супер сладкое, супер ароматное. Обязательно приготовьте. Я уверена, вам понравится. На этом я заканчиваю. Спасибо хозяюшке, которая поделилась этим рецептом. И вам приятного аппетита. Обязательно подпишитесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь этим видео у себя в соцсетях. Ну все, пока-пока. Сейчас покажем вам, как это все внутри. Ох, так. Объедение. Носу. Вкуснота. Девчонки, готовим обязательно. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun.